Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу поблагодарить всех моих подписчиков за то, что смотрите мой канал. И особенно поблагодарить тех подписчиков, которые мне прислали или привезли на машине такие замечательные подарки. Помимо обзора, вы также увидите, как это все происходит в реальном времени. Здесь есть один такой грандиознейший подарок, который я забирал с транспортной. И вы сейчас все это увидите, как я его привозил, распаковывал, ну и так далее. Так что желаю вам приятного просмотра. Поехали! А сейчас мы будем выгружать станок. Стартуем! Опа! Вот он красавец. Этот станок мне, дорогие друзья, подарил подписчик. Какая-то роскошь. Так, ну а теперь понемножку приближаемся к распаковке этого новенького, ребята. Это новенький станочек. Прислал мне его Константин Веников. Костя, огромное тебе спасибо за такой подарок. Подарок, ну просто шикарный. Это какая-то реально роскошь. Также хочу поблагодарить ребят. Они мне помогли доставить его в мастерскую. Кстати, у меня тут вот еще стендик есть такой небольшой. Этот стенд как раз таки посвящен моим друзьям. Это все, что они мне подарили. Но тут еще далеко не все. Я еще не все здесь выложил. Да, и кое-что я уже озвучивал. Ну, в общем, тоже огромное вам спасибо, ребята. Просто огромнейшее спасибо. Еще кирпич подарили. Да, еще подарили кирпич. Я вам как-нибудь его тоже покажу. Распаковываем карабас. Вот такой вот станочек, ребята. Костя, еще раз тебе спасибо огромное. Этот станок будет работать у меня в мастерской. Никуда он от нее не денется. Нужно его единственно собрать. Я также думаю, покрашу его. И сделать упоры. Это, ребята, рельсопильный станок. Но его можно переделать и пилить на нем все, что угодно. Любые болванки. Ну, естественно, до какого-то предела. Так, ну вроде бы все я на стол уже составил. Просто самому, ребят, интересно, сколько ж мне всего ребята понадарили. То есть это мне подарили Жека и Славик. Все вот эти вещи. Сейчас я вам расскажу, что же здесь есть. Ну, во-первых, это вот. Они мне любят шестерни дарить, знают, что я все время хочу что-нибудь с них сделать. И надеются, что они не пропадут даром. Поэтому стараются дарить какие-то такие станочные вещи, вот как, например, вот этот винт с лимбом. Обратите внимание, какая прикольная здесь ручка. То есть, я не знаю, это что-то самодельное или заводское исполнение. Также из интересного еще такая вот ШВПшка, шарико-винтовая пара. Обратите внимание, вон они шарики ходят. Не знаю, откуда эта вещь, но люфта у нее нету абсолютно. Видите, переворачиваю, и она сама себе раскручивается. Если ее еще прочистить, так будет еще лучше. Также, ребята, надарили мне много разверток. Здесь только одна пока что я выложил. Не стал уже все остальные тащить. Патрон токарный. Что-то можно будет прикольное с него изготовить. А здесь находится индикатор. Да не простой, а 1-микронный. Мне уже как-то подписчик дарил индикатор, но это немножко другого типа. Ребята придарили, буду пользоваться. Я уже, кстати, где-то пользовался им. Стараюсь пользоваться всеми вещами, которые вы мне, друзья, дарите. Но это я не знаю, что такое, если честно. Потом вот рейка и шестерня, друг к другу они не подходят. И вот этот вот шикарный агрегат. Это разобранная лебедка, очень мощная. Как, по крайней мере, им сказали, что это корабельная вещь. Нужно ее собрать, смазать, покрасить. Как-нибудь в одном видео я и займусь. Я уже, правда, говорил об этом, но решил упомянуть, потому что, друзья, я собрал все это дело в кучу, чтобы таким образом отблагодарить ребят.
Кстати, я опять вставлю ссылку на их канал. Смотрите в описании к этому видео. Ну, просто я, ребятки, обязан отблагодарить хоть каким-то образом. Они меня не просили, но я сам вставлю. Я думаю, им будет приятно. Далее приближаемся потихонечку к самолетам. Ну, это Славик мне придарил. У него с каких-то бывших запасов осталось пару таких самолетов. Все это можно приклеить, собрать. Ну, здесь, грубо говоря, 2 самолета и 1 фюзеляж. Все это соберу, попробуем позапускать. Ну и вот это вот вообще, это золото для меня. Я не знаю, как кому, но у меня вот как-то с прошлых еще советских времен сложилось, что это такая дефицитная вещь. Это дерево бальза. Вот. Ну, здесь есть несколько реечек сосны, а это бальса. У меня уже есть такой кубик, но здесь попиленное. Уже как бы частично готовое к применению. Также здесь вот этот вот гигантский кусок латуни. Я уже, кстати, отчекрыжил от него. Делаю одно дело. Надфилечки, это вот из недавнего. И гигантский напильник. А я все думаю, какую же для него сделать прикольную ручку. Или из дерева, или может даже из металла что-то выточить. Так что подсоветуйте в комментах, ребят, какие можно прикольные ручки для напильников делать. То не хочется обычное дерево там. Ну, может, так и сделаю, конечно. Но хотелось бы что-то интересное. Ну и вот эта плитка дюраля. Дюраль какая-то очень крепкая, возможно, D16T. В общем, как-то так. Это еще далеко не все. Я просто все не смог выложить. Уже и не помню, что они мне дарили. Просто это растянулось на большое количество времени. Жека и Славик, спасибо огромное вам за такие чудесные подарки. И мы двигаемся далее. Хочу поблагодарить одного очень хорошего видеоблогера, который тоже есть на YouTube. Зовут его Николай Чернак. Вот можете увидеть, посылочка пришла от него. Он даже принял мой вызов в скорости распиловки болванки 20×30 на время. И он выиграл с разгромным для меня счетом. То есть он отпилил 2 раза быстрее, чем я. Я, грубо говоря, за 2 минуты отпилил. Он отпилил ножовкой за 1 минуту. Но у него ножовка непростая, ребята. У него ножовка сделана с таких вот полотен. Он мне прислал 5 штучек. Спасибо, Николай, огромное. Я пока что не сделал под них ножовку, но у меня уже есть такая вот дебелая заготовка. Так что я обязательно сделаю, и вы увидите ее в моих видео. И не только вы, а еще и все остальные подписчики и друзья канала. Значит, что же это такое, дорогие друзья? Сейчас я распакую. Она пришла уже давно, эта посылочка, но я еще так полностью ее не распаковывал. Хотел вам показать, чтобы все было как бы в режиме реального времени. Здесь я немножко, правда, порвал, не устоял, чтобы посмотреть, какая заточка у этих полотен. Опасно, конечно, ножиком резать. Посылочка пришла из Белоруссии. Ссылочку на канал я оставлю также в описании. Можете зайти полюбопытствовать. Это полотна сделаны из ленточной пилы. Николай даже просверлил здесь отверстие. То есть это уже готовые полотна. Можно вставлять и резать. А как вы знаете, ленточные пилы с очень таки качественного материала делаются. Еще раз, Николай, вам спасибо огромное. Сделаю ножовочку, обязательно ее увидите в моих видео. Все подарки очень прикольные и интересные. Я все это дело, ребят, буду использовать в своей мастерской обязательно. То есть у меня все это дело работает. Ну а сейчас переходим к еще одному очень интересному подарку. Я эти коробки еще не открывал. Сейчас при вас открою, мы посмотрим, что это такое. То есть, как вы успели догадаться, это какая-то автомобильная химия. Какие-то присадки. На самом деле, ребят, вот этот порошок, вот он очень мелкий такой, мелкодисперсный.
Но это вы не поверите. Это измельченный буквально до микронов таропласт. Так и написано. Сухая смазка форум демонстрирует уникальный эффект в стрелковом оружии точной механики при сборке, изготовлении машин и механизмов. Состав ультрадисперсный, модифицированный порошок политетрафторэтилена. Я придумал применение, когда соберу окончательно станок большой, да и на ТВшке можно попробовать вот этой сухой смазкой. Можно попробовать натереть направляющие, и они будут как бы пропитаны фторопластом. То есть вместо того, чтобы поры шаржировать абразивом, я их попробую зашаржировать фторопластовым порошком. Здесь то же самое, просто здесь замешано с маслом. Попробую открыть, посмотреть, как оно выглядит. Я, кстати, не болтал его надо поболтать. Что он, скорее всего, на дно оседает, так как это порошок механический. То есть ничего тут такого как бы нету сверхособенного. Но тут вся фишка в том, что не просто сделать такой порошок. Нашим ученым, как я понял, удалось этого добиться. А америкосы вроде бы как до такой фракции не могут перемалывать. Ну, в общем, такой вот беленький порошочек. Ну и как обычно, все эти вещи первым делом идут в автопромышленность. Вот это, например, добавка для, написано для всех типов двигателей четырехтактных. В общем, такие дела. Я же буду пробовать в мастерской. Меня пока что больше сухая смазка интересует. Попробую понатирать ей направляющие. Как оно будет скользить и что будет происходить. Этот подарок подарил мне Кленус Виктор Владимирович. Огромное вам спасибо за такую вещь. Буду тестить, пробовать. Посмотрим, что получится. Ну и напоследок, дорогие друзья, покажу вам вот еще такой вот презентик. Да, давно я мечтал о 4-кулачковом патроне. Лично мне очень нравятся эти патроны, потому что можно зажать без биения. И я буду на таком патроне очень часто работать на своем большом станочке 1А616. Подарил мне его форумчанин, познакомились на форуме Чипмейкер. Спасибо, Жека, огромное. Это вообще просто бомба, просто кайфовая тема. Также вот еще немножко он тут надарил мне фрез интересных. Радиусная фреза, угловая. Я не знаю, она даже похожа под 90 градусов. И вот такие маленькие модульные фрезы. Все-таки придется мне освоить нарезание резьб, хотя бы кустарное, с помощью таких фрез. Покажу как-нибудь в видео. У меня есть задумка. Вот. Ну и вот такая фрезочка и две тонких фрезы. R6N5. Вот эти фрезы из R18. Ну и вот такая насадная фреза, или как ее там. Также еще небольшой комплектик центровок маленьких, тоже из R6M5. И опять же, ребята, у меня, блин, не хватает кулачка. Мне Вадим Лазутин дарил патрон. До сих пор я не нашел на него кулачки. Это 200-й патрон под конус шпиндельный. Этот патрон под планшайбу. То есть нужно будет сделать мне еще планшайбу, чтобы насаживать ее на станок. Но эта проблема, в принципе, небольшая. Здесь тем более, что большую планшайбу не нужно делать. Она здесь довольно-таки маленькая. Ну вот где теперь мне найти кулачок один? Даже и не знаю. Если найдете, дорогие друзья, что продаются кулачки где-то такие, ну, может, кинете ссылочку. Может, если не сильно дорого, приобрету. И да, укомплектую этот чудесный патрон. Патрон новый. Еще раз спасибо, Жека. Это просто царский подарок. Сам понимаешь, у тебя тоже токарный станочек. И эти вещи мы очень сильно любим. Вот. На этом по подаркам, в принципе, все. И сейчас я вам покажу, что я сделал со станком, который мне подарил Костя. Посетило вдохновение. Полностью разобрал станочек. И уже вот успешно крашу его. Вот эту деталь уже покрасил 2 раза. Ну а эти пока что по 1 разу подсыхают. Разобрать пришлось практически полностью. Не стал только разбирать вот эту систему. Здесь лежит направляющая. Ну а вот это весь крепеж. Решил уважить станочек. Костя, наверное, не ожидает, что он такой будет сразу красивый весь, зелененький.
В общем, не знаю, напишите в комментах, как вам такая краска. Ну а на этом все, дорогие друзья. Еще раз огромнейшее спасибо за такие, ну просто царские подарки. Всех благодарю за внимание. До новых встреч. Пока.